Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Я 4 года работаю в компании Amazon, и сегодня я хотела бы рассказать вам про свою профессию. Что такое продакт-менеджер, чем он отличается от проект и программ-менеджера, а также чем отличается техническая от нетехнической должности. Для тех, кто меня не знает, немножко о себе. Я живу в Сиэтле, в штате Вашингтон, и 4 года я уже в Америке. И, собственно, Amazon — это моя первая работа в Америке. Я пришла сюда в 2021 году как старший финансовый аналитик. До этого я работала в хедж-фондах. И в 2023 году, через 2 года, я поменяла должность внутри компании. Я стала старшим продакт-менеджером. Об этом я рассказывала в отдельном видео про смену профессии. А сейчас, в июле 2025 я получила то, что называется Tech Promotion. Теперь моя должность — это Senior Product Manager Technical. И на самом деле меня довольно часто спрашивают на канале рассказать о своей работе, в чем конкретно она заключается. У меня уже было видео о моем рабочем дне, но сегодня я хотела бы рассказать подробно о специфике профессии. Если вам интересно, оставайтесь на канале, не забывайте ставить лайки, подписываться, и поехали! Итак, давайте начнем с того, кто вообще такой продакт-менеджер и какие навыки нужны, чтобы получить эту должность. Продакт-менеджер, как пишут во многих источниках, это такой мини-CEO, то есть, по сути, исполнительный директор для своего собственного продукта. Это человек, который определяет стратегию проекта, определяет бизнес-метрики, определяет ценность для пользователя, отвечает за весь процесс разработки проекта. И, по сути, это самый главный человек на своем проекте. И вы знаете, это настолько широкое и расплывчатое определение, что когда я сама стала продакт-менеджером, у меня ушло, наверное, где-то полгода на то, чтобы понять, что вообще я делаю, в чем заключается эта профессия. Как я рассказывала в видео про смену профессии, для меня самой было удивлением, что я стала продакт-менеджером. Я на самом деле искала работу аналитика, потому что я всю жизнь была аналитиком. Я была финансовым аналитиком, я хотела перейти в бизнес, то, что в Амазоне называется Business Intelligence Engineer. И совершенно случайно команда, в которую я собиралась интервьюироваться на должность аналитика, сказала мне, что с моим опытом, возможно, мне больше подойдет продакт. И поэтому я стала продактом до того, как вообще поняла, что же это такое. И такая путаница происходит не только у меня, потому что мне кажется, что это одна из самых наименее определенных профессий, которая вообще существует. Даже когда я читаю в Амазоне то, что называется Role Guidelines, то есть по каждой должности, по каждому уровню, у нас есть документ, который описывает, что же этот человек делает. У меня остается огромное количество вопросов. И вопросы эти связаны с тем, что на самом деле здесь очень большое пространство для вариантов. То есть все будет зависеть от того, с каким конкретно проектом работает человек, на какой стадии развития этот проект находится и в какой индустрии этот проект. Например, это может быть проект на самой ранней стадии развития, то есть продакт-менеджер, по сути, генерит идею, предлагает идею проекта, и если компания соглашается в него инвестировать, то продакт-менеджер будет вести этот проект с самого-самого начала. Но также продакт-менеджеру могут дать и довольно зрелый проект, который до этого вел кто-то другой, и ему нужно его продолжать вести. Могут дать зрелый проект, для которого нужно какое-то развитие. Например, продукт вошел в стадию стагнации, и нужно придумать какие-то новые фичи, чтобы он снова получил интерес пользователей. Либо человеку могут даже дать проект на стадии его завершения, то есть это какая-то технология, которая постепенно уходит с рынка и уже становится не нужна, и просто нужно как-то это довести до своего логического конца. Но несмотря на то, что это наименее определенная должность, как я говорила, все-таки есть общие навыки, которые требуются для продакт-менеджеров. С помощью чата GPT я проанализировала большое количество вакансий продакт-менеджеров от разных компаний на рынке США, и он мне дал список основных навыков, которые требуются на эту должность. И с точки зрения моей работы, с точки зрения моего опыта, мне кажется этот список очень логичным.
Итак, первое требование – это аналитика и работа с данными. Это понимание метрик, способность находить нужные метрики, способность отличать те метрики, на которые мы можем повлиять, от тех, на которые мы не можем повлиять, умение находить причинно-следственные связи, умение разбивать большую задачу на скоп маленьких, умение разбивать большую метрику точно так же на скоп маленьких, умение видеть задачу структурно, умение не только анализировать и понимать метрики, но также и генерировать идеи из этого. То есть, понимая, на какие метрики мы можем повлиять, следующий шаг – это то, как мы можем на них повлиять и к чему это приведет. Изменение какой конкретной метрики, например, приведет к наибольшему результату с наименьшими вложенными усилиями. И в этом плане работа продакт-менеджера очень сильно перекликается с работой старшего аналитика. И особенно на уровне senior очень ценится именно этот момент генерации идей из данных. Причем продакт-менеджеру здесь не нужно проводить какие-то очень сложные калькуляции. Если нужно провести прям углубленный анализ, то для этого есть команда аналитиков, можно поручить это им. Но когда нужно быстро что-то прикинуть, быстро что-то посчитать, быстро сгенерировать какую-то идею, или, например, если пошло не так, нужно быстро пересчитать, почему мы неправильно посчитали в первый раз, и что на это повлияло, и что мы можем изменить, вот это как раз входит в должность продакт-менеджера. Второй навык – это построение плана продукта, то, что называется roadmap, и управление жизненным циклом продукта от его зарождения до его зрелой стадии, до стагнации и до следующего этапа – это либо новый рост, либо постепенное угасание продукта. Третий навык – это коммуникация, то, что в английском называется stakeholder management. Особенно в больших компаниях. В Амазоне, мне кажется, даже нет таких проектов, которые будут делать просто одна команда в отрыве от всей остальной компании. Обычно это несколько команд, не знаю, 3, 4, 5 команд вместе делают какой-то проект, потому что кто-то отвечает за техническую разработку, кто-то выступает внутренним клиентом, кто-то занимается внедрением этого проекта и так далее. Здесь очень важны то, что называется soft skills, и возможность влиять на принятие решений без того, чтобы давать непосредственные указания и задания другим людям. То есть продакт-менеджер в Амазоне, например, это не руководящая должность. Есть, конечно, то, что называется manager of product management, но этот менеджер будет руководить командой продакт-менеджеров. Но сам продакт-менеджер никем не управляет, но при этом ему нужно, чтобы, например, команда разработчиков делала этот проект, чтобы был маркетинг, чтобы были продажи, если этот проект продается клиентам, а не реализуется внутри компании, и прочее, прочее, прочее. То есть нужно повлиять на большое количество людей, чтобы они делали то, что вам нужно. И еще при этом нужно повлиять, например, на руководство. Если вы генерите какую-то идею, вам нужно, чтобы эту идею внедрили. И в этом плане, с одной стороны, в Амазоне очень важны данные, поэтому аналитика данных, хорошая аналитика, просчитанные цифры – это то, что вам во многих случаях обеспечивает реализацию вашего проекта. Но при этом важно и быть адекватным человеком. В Амазоне это называется лидерский принцип earn trust, то есть умение завоевать доверие. Доверие обычно завоевывается тем, что вы отвечаете людям вовремя, тем, что вы не игнорируете их фидбэк, вы не игнорируете вопросы, которые их волнуют, вы отвечаете, вы помогаете им в то же время. И таким образом необходимо построение долгосрочных партнерских отношений с другими командами, с которыми вы работаете. И в этом плане, кстати, для новых иммигрантов часто важен язык, и продакт-менеджер – это, наверное, та должность, на которую нужен довольно высокий уровень языка.
Ну, по крайней мере, upper intermediate. Мне сложно представить, как можно работать продакт-менеджером с уровнем английского языка ниже, потому что вам придется постоянно общаться, вам придется постоянно участвовать во встречах, а в Амазоне еще есть культура написания огромного количества документов, и продакт-менеджер — это как раз люди, которые пишут наибольшее количество документов. Поэтому важен язык как разговорный, так и письменный. Четвертый навык — это понимание бизнес-процессов, написание то, что называется Business Requirements Document. Это один из документов, которые часто пишут продакт-менеджеры. Это документ, в котором описывается все необходимое, что должно быть сделано, чтобы проект существовал в том виде, в котором его задумал продакт-менеджер, или в том виде, в котором договорились несколько команд вместе. Также необходимо понимание навыков планирования, бюджетирования и понимание, в принципе, корпоративной среды. Ну и с точки зрения понимания бюджетов, в продакт-менеджеры нередко приходят люди из финансов, собственно, как я сама, потому что понимание того, как строить какие-то базовые финансовые модели, действительно дает некое конкурентное преимущество. Пятое — техническая грамотность. Ну и это уже больше относится к техническим продакт-менеджерам или продакт-менеджерам, которые работают в IT. Этому человеку не обязательно уметь кодить, хотя это плюс. И, кстати, когда я говорила об анализе данных, SQL — это язык запросов в базы данных, вот это тоже не обязательный навык для продакт-менеджера, но это вот такой язык программирования, который очень не мешало бы знать, скажем так. Это вот такой самый распространенный язык программирования, который не мешало бы знать продакт-менеджеру. Но если говорить обо всех остальных, требования такого нет. Что важно, это понимание архитектуры технических проектов и умение задавать по ним правильные вопросы разработчикам. Но при этом, если у вас есть, конечно, технические скиллы, это очень большой плюс. И в этом плане в технические продакт-менеджеры приходит довольно большое количество бывших разработчиков. И я об этом поговорю попозже подробнее. И последний, шестой навык, который появляется в последнее время довольно часто, это знание AI и умение работать с то, что называется low-code solutions. То есть это какие-то AI-инструменты, которые позволяют вам кодить без того, чтобы писать код, а вы пишете обычным человеческим языком, и AI уже генерирует код из этого. Но что важно в умении обращаться с такими инструментами, это важно умение читать код, потому что AI не всегда его пишет правильно, AI не всегда понимает вас так, как вы бы этого хотели. И поэтому, если AI допустил ошибку, важно понимание, где конкретно эта ошибка, что вы хотели и что он сделал не так, и умение быстро написать свой следующий скрипт так, чтобы подредактировать код под то, что вы хотели изначально. Я оставлю в описании пару статей от McKinsey и от Product School, в которых вы можете почитать то, о чем я сейчас говорила, и еще подробнее. А теперь давайте перейдем ко второму блоку, и я расскажу о том, с чем же я сама работаю и как я применяю эти скиллы в своей собственной работе. Кстати, перед тем, как я начну, хотела сказать вам, где я вообще сейчас нахожусь и почему я в таком полуспортивном, полупоходном виде. Я путешествовала, у меня был небольшой отпуск, я путешествовала по Олимпийскому полуострову, невероятно красивое место в штате Вашингтон. Это побережье Тихого океана, там, собственно, есть пляжи, которые оказались невероятно холодными, туманными и ветреными, так что я одевала на себя все вообще, что у меня было с собой в машине. Но в то же время на полуострове расположена огромная горная цепь, то есть там большое количество хайков, лесов, то, что называется rainforest. Это леса, где огромные 80-100-метровые деревья обросшие мхом, который прям свисает с их веток. Это горные озера, водопады, невероятное место. Юра в этот раз заболел, поэтому я ездила одна, но это было просто что-то невероятное. А сейчас я нахожусь в городе, который называется Олимпия. Это столица нашего штата. Многих удивляет, но столица штата Вашингтон — это не Сиэтл, это Олимпия. И это городок намного меньше, чем Сиэтл. И вообще, на самом деле, в Штатах это такое нередкое явление, когда большой город не является столицей штата.
А нахожусь я сейчас на кампусе университета Святого Мартина, по-моему, это называется. Если ошиблись, я прикреплю здесь, как это называется. И этот кампус находится в парке, в таком классном, умиротворенном месте, где я могу немножко посидеть в тени, потому что на солнце сейчас где-то плюс 30. Итак, чем же я занималась 2 года, пока работала старшим финансовым аналитиком в Амазоне? И, кстати, в Амазоне нет позиции Junior Product Manager. То есть Product Manager начинается с Mid-Level. В некоторых компаниях есть то, что называется Associate Product Manager, и иногда люди прямо после университета приходят в профессию, но это очень большая редкость. Чаще всего продакт-менеджерами становятся люди, которые уже поработали когда-то на какой-то другой должности. И около 50% моего рабочего времени я посвящаю аналитике. Моя команда называется Consumables Defect Reduction. Мы работаем с американской ритейлерской площадкой Амазона и конкретно с потребительскими товарами, и мы занимаемся поиском и снижением ошибок в амазоновском каталоге. Потому что эти ошибки, они влияют и на тот товар, который в результате получает конечный покупатель, и на бизнес-процессы, которые происходят внутри амазоновских складов. Таким образом, ошибки в каталоге влияют и на логистику, и на финансы, и на опыт конкретного пользователя, который заказывает потребительские товары на сайте Амазона. Подробнее я рассказывала об этом в отдельном видео про мой день в Амазоне. Другие продакт-менеджеры, возможно, занимаются аналитикой чуть меньше, чем половину своего времени. В этом специфика моей конкретной команды, в которой я работаю. Ну и, возможно, поэтому меня взяли туда продактом с самого начала, из-за того, что я в прошлом была аналитиком. А оставшуюся половину моего времени я провожу со своими коллегами. Это коммуникация, это встречи, это обсуждение, поиск каких-то совместных решений, которые удовлетворят все команды, которые работают с этим проектом, написание документов, выстраивание бизнес-процессов. И в этом плане еще специфика этой работы в том, что она часто требует принятия решений в условиях ограниченных ресурсов, ограниченного времени и часто быстрого принятия решений, потому что мы можем что-то распланировать, но чаще всего что-то хотя бы идет не так. И в этом плане продакт-менеджер — это как раз человек, который отвечает за то, чтобы принять решение, что же мы делаем, когда что-то идет не так. И в этом плане, наверное, мне, кстати, помогает мой опыт в хедж-фондах. В хедж-фондах я работала инвестиционным аналитиком, и как старший инвестиционный аналитик я занималась генерированием идей для инвестиций для своих портфолио-менеджеров. И в этом плане вот это была прям такая школа жизни с точки зрения быстрого принятия решений, когда что-то идет не так, потому что инвестируем мы на рынках. Рынки работают практически 24 часа в день, потому что есть азиатские рынки, потом открываются европейские рынки, потом американские, а когда американские закрываются, уже скоро открываются азиатские. То есть это вот такой бесконечный цикл работы финансовых рынков, и когда хотя бы на одном рынке выходит какая-то новость, если это какая-то глобальная новость, это может повлиять на все. И, например, если с утра до открытия европейских или американских рынков в Азии вышла какая-то новость, нужно быстро до открытия рынка посчитать и подумать, как это повлияет на наше портфолио и что мы должны с этим делать. В этом плане работа продакт-менеджера в IT чуть менее нервная. То есть здесь не нужно принимать, например, решение за несколько часов чаще всего. Здесь обычно у вас есть несколько дней на то, чтобы подумать и принять решение. Третье, о чем я хотела поговорить, это отличие продакт-менеджера от проект-менеджера или программ-менеджера. И здесь очень часто возникает огромное количество путаницы, потому что должности на самом деле довольно близкие. То есть как продакт-менеджер я могу в том числе и выполнять функции проект-менеджера. Но начну сначала. Кстати, в Амазоне нет такой должности, как Project Manager. В Амазоне их всех называют программ-менеджерами. И по той же самой причине, которую я уже озвучила, потому что в Амазоне редко делаются маленькие проекты. Чаще всего это какая-то программа, состоящая из большого количества мелких проектов, которые, опять же, делают большое количество команд вместе. Но в чем же такое главное отличие продукта от проекта?
В моем понимании должность Project Manager или Program Manager, она более административная. То есть это человек, который отвечает за то, чтобы все было выполнено в срок. То есть, например, если большое количество команд, есть команда разработчиков, есть команда маркетинга, есть команда sales, есть финансы и так далее, и они все должны выполнить какие-то задачи, чтобы этот проект был выполнен. И, собственно, Project Manager контролирует, чтобы они все в срок выполнили то, что от них требуется. Плюс он просчитывает бюджет, просчитывает риски и контролирует сам процесс исполнения. В этом плане Product Manager тоже отвечает за все это, но больше его фокус на том, чтобы не просто проект был выполнен, а проект был выполнен именно в том виде, в котором он был задуман. То есть Product Manager, он больше сфокусирован на конечном пользователе и на том, чтобы, когда мы все это все вместе делаем, за этим не потерялась суть того, каким задумывался проект. И да, если на проекте есть и продукт, и project, то вот примерно так будут делиться их обязанности, но очень часто на проекте будет либо один продукт, либо один project, либо несколько продуктов, либо несколько проектов, и они будут таким образом комбинировать все эти функции в одном человеке или как-то разделять их между собой. Таким образом, для продукта, наверное, самое важное, что ценится, это стратегическое мышление и то, что в Амазоне называют customer obsession и ownership, то есть, по сути, фокус на покупателе и ответственность за весь продукт. Тогда как для продакт-менеджера важна способность доводить проект до конца, управлять рисками и эффективная коммуникация в том случае, если что-то идет не так. Это вкратце, а для тех, кому интересно почитать подробнее, я также оставлю в описании ссылки на статью от Product School и от Indeed о том, чем отличаются эти две профессии. И на этом я, наверное, закончу на сегодня это видео, потому что оно уже получается довольно длинным. А в следующем видео я расскажу вам о том, чем отличается техническая от нетехнической профессии. Также расскажу о том, как вообще люди становятся продакт-менеджерами, какие есть пути, и немножко расскажу о перспективах этой профессии. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите в комментариях любые вопросы, которые у вас остались, или делитесь своим собственным опытом. Возможно, вы с чем-то не согласны из того, что я сказала в этом видео, я с удовольствием с вами подискутирую. И до встречи через неделю на этом канале. Пока-пока!